Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Bloomberg сообщает, Вашингтон рассматривает перспективу взаимодействия с российским «Газпромом» в рамках международных энергетических проектов. Александр, это получается, Трамп и Путин собираются доить Европу? А вот не США ли мы обязаны не запуском «Северного потока-2» и санкциями в отношении нашей газовой индустрии? Самое главное, статья беспредметная. Кто-то с кем-то поговорил. Доказательства источники сказали. Кто беседует с кем? Кто-то, возможно, даже администрация Трампа, но мы не уверены. Возможно, они не беседуют. В администрации Трампа нам ничего не подтвердили. Хорошо. Международные проекты. Могут ли быть какие-то международные проекты, в которых заинтересованы какие-то компании из группы «Газпром» и какие-то компании, ну, в принципе, энергетические компании из зарубежных стран? Да, такие проекты могут быть. Это могут быть проекты как в области добычи углеводородного сырья, притом не только газа, но и нефти. Это могут быть проекты в области переработки. Ну, просто были контакты на эту тему в прежние, гораздо более травоядные годы. И почему бы вот на фоне текущего якобы потепления, я с некоторым сомнением к этому потеплению отношусь, мое вот личное мнение, в рамках этого потепления могут быть какие-то попытки прощупать почву и серии «Ребята, а помните, вот у нас были проекты, а вот помните, мы там-то, там-то пересекались, а вот там-то, там-то мы беседовали о том, чтобы вот запустить вот то-то, то-то. Можем ли мы об этом сейчас еще раз поговорить? Да, можем поговорить, давайте поговорим». Но какого рода могут быть эти разговоры? Они могут быть только следующего характера. А что нам мешает восстановить эти проекты? Что нам мешает сейчас перезапустить добычные проекты, перерабатывающие? Да санкции мешают. Давайте так, санкции куда-то делись? Нет, они никуда не делись. Куда-то делись ограничения по платежам? Нет, никуда не делись. Разумеется, есть какие-то послабления, которые выдает Министерство финансов Соединенных Штатов Америки по проведению платежей отдельным покупателям российского газа, допустим, например, Турции, что вот, ребята, вы можете продолжать закупать газ из России, используя «Газпромбанк», несмотря на то, что «Газпромбанк» находится под санкциями. Да, такого рода работа ведется, но она и при Байдене была. То есть, к примеру, была генеральная лицензия номер 8, сначала 8A, 8B, 8C, и так до 8K или 8L. Сейчас, извините, память может подвести. Но суть в том, что эта лицензия разрешала проведение платежей, связанных с энергоносителями, через ряд подсанкционных российских банков. Вот эта лицензия, действие этой лицензии завершилось 12 марта. Это не означает, что платежи теперь проводить нельзя. Отдельные платежи, по которым выдаются отдельные разрешения, проводить можно. Но сам факт существования этой лицензии иллюстрирует нам простую истину, что несмотря на то, какая говорящая голова сидит в овальном кабинете, ситуация в общем и целом не изменяется. Санкции есть? Есть. Есть в рамках этих санкций отдельные исключения? Есть отдельные исключения. Но для того, чтобы восстанавливать какие-то проекты на уровне крупных игроков, крупных энергетических компаний, ну, каковой вот с нашей стороны может являться «Газпром», текущего взаимоотношения России и Соединенных Штатов недостаточно. А эти взаимоотношения, несмотря на то, что контакты восстановились, диалог восстановился, ну, с юридической точки зрения мало чем отличаются от того, что было в конце, до вот воцарения Трампа. Потому как все те юридические ограничения, которые были на тот момент, они сохранились. Все те, исключения, которые были, либо сохранились, либо их стало меньше. Лицензию, например, вот ту самую, ее не продлили. А вот при Байдене ее регулярно продляли. Да, ее, ввели те санкции, для которых потребовалась эта вот лицензия, для исключений, из которых потребовалась эта лицензия. Да, их тоже при Байдене ввели. Но если Трамп такой большой друг, что ж лицензию-то вы не продлили, дорогие друзья? Друзья,
Что ж вы не продлили лицензию? Ну, наверное, она просто уже не нужна, правда? Да нет, вроде как нужна, вроде как все эти банки все еще под санкциями. Вроде как приходится нашим покупателям, ну, в смысле, покупателям нашего газа, приходится идти на поклон в Минфин Соединенных Штатов и говорить: ребятки, вы знаете, мы тут за газ хотим заплатить, а вот вы банк, через который мы платим, против него санкции введены. Не вами, не вами, нет, это до вас еще, в стародавние времена. Аж в 4-м квартале 2024 года были введены санкции. Можно с этим что-то сделать? Ну, так и быть, с барского плеча даем вам такое право продолжать оплачивать российский газ. Что изменилось в этом плане? Нет, я понимаю, что я, может быть, не чувствую вот этих тонких вибраций, которые происходят в мировой политике. Более того, я уверен, что вот эта статья в Блумберге будет пересказана рядом лидеров общественного мнения в Российской Федерации, которые, ну, вообще скептически относятся к текущему положению вещей. Они наверняка скажут: вот видите, уже договорничок, со ссылкой непонятно на кого, зачем, почему. То есть, еще раз, Блумберг делает в этом плане все правильно. Их задача, ну, кроме, понятно, пропаганды, это вторично, их задача, чтобы их как можно больше цитировали и читали. Больше прочтений, больше заходов на странички, ну, более выгодная реклама. Это же очевидно. Поэтому, если вы публикуете маловразумительный текст, но который будет хорошо воспринят широкой аудиторией, с которым будут спорить, которые будут друг другу пересылать, на которые будут ссылаться, ну так вы молодец. На своем месте вы большой молодец. А тот факт, что, ну, о чем вы говорите, про что, кто эти люди, которые ведут переговоры, неизвестно кто, они нам не сказали, они не дали права разглашать их имена. Ну, мы неоднократно видели, как вы со своими источниками, которые, это источники, кого надо, источники, они просто нам не разрешают говорить, как их зовут. Я уверен, что если они бы дали такое разрешение, то, знаете, мы бы читали такие: а кто это? Кто эти люди? Вот, ну, то есть, хорошо, вот ваш источник – это Андрей Петров. Кто это? Кто этот человек? Да расскажите в комментариях, если вы знаете, кто этот человек. Так вот. То есть вы со ссылкой непонятно на кого говорите непонятно по сути о чем. Извините, что я в очередной раз к этой нехитрой мысли обращаюсь, но по большому счету это хорошая иллюстрация следующего положения вещей, которое сложилось в настоящий момент. Огромное количество новостей, об энергетике в том числе, являются предельно мусорными. То есть не просто неправда, перекрученные, какой-то информация, которую перекрутили, но в основе которой есть хоть какие-то количественные значения, какие-то реальные договоренности. Просто вот мы на это смотрим вот так, а кто-то другой смотрит вот эдак, и мы с его точкой зрения начинаем спорить, а не с конкретными количественными значениями, которые в статье приведены. Нет. Мы доходим до того, что мусорные новости – это новости о том, что смутно где-то что-то, возможно, происходит. Возможно, нет, но уважаемые источники говорят, что да, это новость, ее обсуждают. Мы здесь ее сейчас обсуждаем. И если кто-то упрекнет, что это как-то бессодержательно, вы тут обсуждаете, а вот где? Вот попытки сказать, что могут вот там вот взаимодействовать, вот сям взаимодействовать, так отталкиваться по большому счету не от чего. Эта новость пустая. И таких новостей становится все больше и больше. И вот иллюстрацией она является именно этого факта, что таких новостей становится очень много. Они, по сути, служат неким политическим туманом, за которым не видно даже не то, что больших процессов, где там политические тектонические плиты сталкиваются. Нет. За этими новостями не видно даже простого факта: переговоры ведутся. А о чем они ведутся? Может, не ведутся, может, ни о чем. Вы понимаете, до чего доходит? Поэтому, когда вы видите какую-то новость о том, что там вот уже началось, пожалуйста, обязательно пройдите дальше заголовка. Хотя бы прочитайте, о чем эта новость. И держите в голове, что
Новость может быть просто для того, чтобы ее прочитали, а не для того, чтобы вас проинформировать. В том числе новости об энергетике, в том числе новости от уважаемых, кем-то, изданий, что, переговоры. Потому как если не заходить дальше заголовков, то у вас, уважаемые зрители, слушатели, кстати, вы нас больше смотрите или слушаете? Расскажите. Мне кажется, кстати, можно приложить опрос к этому видео. Вы нас больше смотрите или слушаете? Вот аудио или видео? Просто интересно. Так вот, у вас будет складываться превратное впечатление о происходящем. Превратное впечатление, более того, даже о том, в какую сторону движется политика Российской Федерации, в которую большую часть нашей аудитории имеет счастье проживать. И вот чтобы... призываю вас к информационной гигиене. К информационной гигиене, которая становится особенно важна сейчас. Когда просто для того, чтобы вы о чем-то прочитали, что-то обсудили, чтобы какой-нибудь лидер общественного мнения, не критически подходящий к подбору информации, или команда которого не критически подходит к подбору информации, взял вот эту вот новость и такой: переговоры-то ведутся, смотрите, пишут уже, переговоры ведутся. Санкции сняты. Кто-то говорит о снятии санкций, кто-то говорит об отмене существующих ограничений. Кто-то говорит хоть о чем-то предметном. Не просто мы думаем взаимодействовать, мы думаем пилить рынок Европейского Союза. Нет. Для начала надо, чтобы были отменены санкции, чтобы были отменены ограничения, которые, будут априори мешать взаимодействию сторон. Кроме того, желательно, чтобы новые ограничения не вводились, а когда вы, дорогие партнеры из Вашингтона, не продлеваете лицензию, которая давала исключение из неких санкций, то вы, по сути, вводите новые санкции. Притом вы, конечно, можете поднять ручки вверх и сказать: нет, мы же не ввели новые санкции, мы просто не продлили разрешение. Но это будет казуистика. Потому что если до вас разрешение было, а при вас его не стало, то, извините, это значит, вы ввели новые ограничения, которых до вас не было. И вот получается, что все обсуждают: да-да, потепление отношений, переговоры. Понимаете, карикатуры рисуют изумительные. У нас люди вообще любят карикатуры рисовать, это нормально. Карикатуры рисуют изумительные, где мы там уже просто братушки с Соединенными Штатами, западными дьяволами, как известно, островными. Санкции отменены. Переговоры ведутся об отмене санкций. Какие-то жесты доброй воли из Вашингтона на эту тему сделаны? Я их не вижу. Я, возможно, не туда смотрю. Но завершая этот ролик, я замечу следующее. На мой взгляд, лично на мой взгляд, когда в Вашингтоне будут совершены жесты доброй воли в виде снятия ограничений, в виде отмены санкций, можно будет более или менее серьезно относиться к новостям о том, что смутно кто-то где-то с кем-то как-то вел переговоры об энергетическом взаимодействии по каким-то, но неназванным проектам. Пока серьезно относиться к такого рода новостям не получается. Поэтому, извините, но вместо рассказа про энергетику получается большой продолжительный призыв к информационной гигиене. Читайте дальше заголовков. Пожалуйста, читайте всегда дальше заголовков. И знайте, что часть новостей пишется только для того, чтобы вы их прочитали, не для того, чтобы вас проинформировать. На этом, пожалуй, все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, и подпишитесь на мой личный телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек». Вам не сложно, мне приятно. И на сегодня, да, все. Всего хорошего.